Всем доброго времени суток. Меня зовут Надежда. Приветствую вас у себя на канале. И сегодня у меня очередная история с сайтов знакомств. История из жизни. История, как пополамщика учили жить пополам. Как бы это ни звучало тавтологично, не было тавтологией, но тем не менее. История следующая. Ее мне рассказала одна моя знакомая, попытавшись устроить свою личную жизнь через сайты знакомств. Да? А ни для кого не секрет, что это в 21 веке скорее норма, чем исключение, да, знакомиться именно на сайтах. Ну вот и моя знакомая познакомилась с одним таким МЧ, как его можно, как их сейчас модно называть, да. Вроде бы ничего, да. А встречались они какое-то время, общались, мало-мальски отношения были, скажем так, внятные на моем этапе встреч, да. А, Ни при чего, как я говорю, не предвещало беды. Но об этом чуть позже. М. Молодой человек вроде бы и зарабатывал неплохо, и внешность у него была, не был обременен алиментами, не был РСА, опять же таки. Об этих терминах я узнала на просторах интернета, до этого ни сном, ни духом. Кто такой РСА? Алименщик, разведенщик с алиментами, да? То есть не было никаких таких отягощающих факторов, скажем так, да. И далее, через протяжении какого-то времени, наверное, прошло месяца 3 или 4, и этот самый мужчинка делает такое предложение. Говорит, давай, говорит, немножечко там недели 2-3 месяца вместе поживем, вот, а потом поженимся. Ну, типа, да, можно сказать, предложение руки и сердца, но при подаче, скажем, когда мы подадим заявление в ЗАГС, мы просто съедемся, да, ну, до момента регистрации самого брака. На что, но при этом, говорит, я бы хотела, чтобы у нас все было с тобой пополам, да. Ну, отступлю немножечко от рассказа. Сама придерживаюсь такого мнения и правила, что финансы, распределение ролей должно, ну, в семье должно оговариваться, что называется, на берегу. До вступления в сожительство, до вступления в брак, до каких-то таких серьезных шагов, скажем, которые немножечко меняют и определяют их нашей жизни, да. Сама такого мнения и правила придерживаюсь, поэтому это как раз-таки нормально, что мужчинка озвучил это сразу, что называется, на берегу. Что делает моя знакомая? Вот посидела я, подумала, говорит, ну, говорит, у меня так к нему, говорит, так, говорит, не планировала я с ним никак связывать свою дальнейшую жизнь, ну, вообще, ну, совсем, да. Говорит, держи, было, чтобы было, что называется. В общем, в ее планы это не входило. Ну, в смысле, замужество и брак как таковой. Но, говорит, почему бы мне не научить этого мальчика-пополамщика жизни, в конце концов, пополам, да? Показать ему, как это вообще, что такое жизнь пополам на самом деле, да? В видении женщин, скажем так. Ну, говорит, хорошо. Говорит, давай. Причем сразу скажу, что у них они зарабатывали примерно плюс-минус одинаково. То есть уровень жизни был схож, да? Я говорю, давай. Пожить решили на ее территории. У нее была двухкомнатная квартира на тот момент, детей у нее не было. Замужем она, по-моему, тоже не была, им обоим было до 30 лет на тот момент. Я говорю, давай. И так получалось, что... Опять немножечко отступлю. Так получалось, что она как раз поменяла себе холодильник, купила более улучшенную версию, такую новейшую, что называется, да, а вторую решила либо продать, либо отвезти на дачу, чтобы, ну, было там. Но, говорит, пока, говорит, ни того, ни другого не случилось с холодильником, в смысле, он стоял у нее дома. Говорит, приезжает к ней вот этот мужчинка, говорит, уже на ПМЖ, якобы с вещичками совсем. Но она ему и показывает. Говорит, так, говорит, значит, жить ты будешь, говорит, здесь. Завозит его в соседнюю комнату, в меньшую. Говорит, жить ты будешь здесь. Раз уж пополам, значит пополам.
Комната тебе, комната мне. Значит, коммунальные платежи будем с тобой делить тоже пополам. Говорит, будем снимать вместе показания. Говорит, поскольку квартира моя, говорит, мне с карточки платить удобнее. Да? Все время платила с карты через онлайн-платежи. Говорит, я, говорит, так привыкла. Говорит, значит так. Говорит, будем, говорит, я тебе буду чеки предоставлять. Говорит, будешь половину суммы мне скидывать на карточку. Это второй момент. Так. Дальше, говорит, вот, говорит, стоит холодильник. Говорит, пожалуйста, бери, пользуйся. То есть, говорит, продукты будешь себе покупать сам, то, что ты кушаешь, да? Ходить в магазин сам, плита здесь, говорит, поджиг электро здесь, говорит, вода в кране здесь, посуда, говорит, здесь. Вот, ладно, говорит, посуда, говорит, не надо, говорит, попользуешься моей, но посудой в смысле. Но, говорит, мыть за собой будешь ее тоже сам, да? Раз уж пополам, ну, значит, и пополам. Значит, и магазины, значит, посуда, значит, и все остальное за собой будь добр. Сам. В плане том, что сам себя обслуживай. А я, говорит, не буду. Потому что, говорит, тоже работаю, тоже себе готовлю, тоже сама себя обслуживаю. Вот раз у нас с тобой пополам, значит, будет так. Говорит, комнату свою убираешь тоже сам, в которой живешь. Ну, как бы в ее случае это была спальня, да, в которую она его поселила. Говорит, вот тебе шкаф, сам себе шмотки утюж, сам себе, говорит, доскладывай, сам себя, короче, обслуживай. И в этом плане тоже. Что касается прихожей и санузлов, говорит, мы с тобой составим график уборки, говорит. Неделю убираю я санузлы, ну, моя знакомая это говорит. Неделю убираешь здесь, ты, говорит. На чистящее средства мы с тобой сбросимся. Раз купишь ты, раз куплю я. Вы бы видели выражение лица этого мужчинки. Я это видела как раз таки. Ну, застала тот момент, один из тех дней, да, немногих, из которых он продержался у моей знакомой. Я как раз зашла в гости вечером. И видели бы вы его вот это противозачаточное лицо. Обычно так говорят о женщинах, но здесь как раз-таки вот тот случай, когда можно применить это к мужчине. Вот серьезно, ребят, такого я еще в своей жизни не видела. Думаете, что мужчинку хватило надолго? Его хватило дней на 5, наверное, максимум. Потом мужчинка благополучно собрал свои вещички и ушел в туман, что называется. Вот вам и вывод. Что пополама, как такового в мужском понимании, его не бывает. Да и, в принципе, наверное, и в женском тоже. И в чистой воды именно пополама, если создается уже семья, если пара решает жить вместе, его пополама, мне кажется, в чистой воды, в принципе, не бывает. К чему я рассказываю эту сейчас историю, да, у себя на канале? Потому что очень часто мужчинки кричат, типа, все пополам, в семье должно быть поровну, типа. А-ля такие пополамщики, как их называют, очень часто слышно этот термин, да. Но на самом-то деле, в мужском понимании, именно пополам только считается финансами. Все остальное идет не в счет, что называется. Не считаются пополамом походы в магазин, не считается пополамщиков время на приготовление еды, на уборке квартиры, там, наведение порядка и так далее, да. Как эти мужчинки-пополамщики любят говорить, ну что тебе, у тебя же вся техника, типа, дома есть, 2 кнопочки нажать. Меня все время это удивляет. Кто ж вам, мои дорогие пополамщики, мешает взять и нажать эти 2 ипучие кнопочки? Вперед из песни. Вот правда. Поэтому мне не бывает в чистом виде пополама. И потом, даже если применить пополам, да, до того момента, пока у вас нет детей общего, да, еще может быть как-то, как вот в случае с моей знакомой, вывесить условный список дежурств по дому, да, сегодня
Ты за хозяйку, завтра я за хозяйку. Ну, я не цепляйтесь к словам, я образно. Сегодня ты кухаришь, убираешь, завтра я. Если можно как-то это все согласовать, когда у вас нет детей, то когда у вас появятся дети, вот этот вот весь пополам, он рассыпется в дребезги. Почему? Элементарно простые вещи. Потому что ребенка рожает все-таки женщина, да, не мужчина. Ну, согласитесь. Как я люблю выражаться, если у меня ребенка родит вот один мужчина, я сама денег заработаю, да? Но этого никогда не случится в силу генетики. Рожает ребенка женщина, как ни крутить, без вариантов. А если в декрете сидит с ребенком первые 3 года жизни женщина, да? При случае, если дети болеют, ну, в 90% случаев на больничных с детьми ходят женщины. Иногда ходят папы, так бывает, но это, скажем, 10%. Потому и то процентов из 10 возьмем 5%, в тех случаях, когда мать сама болеет, да, при этом, тогда идет папа на больничный с ребенком. Либо еще какие-то у мамы форс-мажоры, которые вот прям не оторвать, не выкинуть. Вот прям сейчас и никак. Да, и опять же таки, все это ложится именно на женские плечи. И когда мужчине говоришь вот такие банальные вещи, они начинают биться в припадке и истерить спины, да, что ай-яй-яй, я добытчик, да, я глава семьи, я добытчик, я там еще какой-нибудь недо. И ему напоминаешь, что, ну, так мы же за пополам. Раз ты на больничный, раз я. Девчонки, начинается такая бешеная истерика и припадок, что мама не горюй. Поэтому, когда появляются дети, весь этот пополам, ну, просто рассыпается в пыль. Поэтому в семьях пополама быть не может. Поэтому лучше всего не сходиться с пополамщиками жить. С ними просто можно встречаться, с ними можно общаться. Если уж вам так... Я далеко не ханжа, девчонки, вообще ни разу не ханжа. И если вам вот прям жизненно необходим кекс, и если вам с этим пополамщиком он сейчас, на данный момент, прям заходит и нужен, да, ну, подержите его для этого кекса, пока не найдете, скажем так, достойную версию для создания семьи и жизни в целом, да, с каким-то одним нормальным, адекватным человеком, мужчиной, да, не пополамщиком, скажем так. Поэтому мой вам совет: не сходите жить с пополамщиками, да, потому что, повторюсь, в нормальной семье пополама быть не может, а учить их надо. Учить жизни их надо, пополамщиков, и щелкать их по носу вот этим самым пополамом. Ну что ж, на сегодня это у меня вся история. Пишите свое мнение по этому поводу, что вы думаете по поводу пополама в семьях, в принципе, по поводу жизни с такими людьми. Накидывайте также своих историй, можете в комментариях писать. Если хотите, не хотите быть замеченными, что называется, в комментариях, можете писать мне в личку, в ВК. Я под каждым видео оставляю ссылку на свою страницу. Можете писать мне в личных сообщениях. Ссылка на ВК будет в описании под этим видео. Также в описании вы найдете ссылочку на мой второй рукодельный канал, где я вяжу и готовлю. Если будет желание, пройдите, посмотрите. Если вам второй канал понравится, подпишитесь, пожалуйста. Буду очень рада. Возможно, какие-то видео из моих загруженных там понравится вам. Там есть куча рецептов, кстати. Целый плейлист, практически 200 штук. Поэтому проходите, смотрите и пользуйтесь. Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока.